Приветствую всех онлайн-кулинаров на канале Checkfood. Сегодня по многочисленным просьбам, оставленным под предыдущим видео, я протестирую нож, который носит гордое название Tefal Eversharp. Вот он здесь стоит. Начнем. Этот нож появился на рынке недавно, где-то, может быть, месяц-полтора назад. Многие смогли уже этот нож приобрести, потестить. Я этот нож купил на Озоне. Там уже много есть отзывов. Я думаю, стоит почитать то, что о нем пишут потребители. В основном все отзывы довольно хорошие, положительные. Вот одни из некоторых. Достоинства: реально острый, недостатков человек не нашел. Отличный нож, увесистый, тонко режет, сам затачивается. Tefal сделали клевый продукт, заехали на съемную квартиру и хочу выкинуть все старые ножи, все равно всегда все режу одним. Этот удобного размера, небольшой, не маленький. Все отзывы примерно такого плана. Вот я пытаюсь найти какой-нибудь вот на 4 звездочки. Очень замечательный нож, бридкий, удобный, режет все без труда. Помидоры, с которыми всегда была проблема порезать, сейчас одно удовольствие. 3 звезды, нашли 3 звезды. Что ж пишет Андрей, у которого в оценках 3 звезды. Достоинство: нож с ножеточкой в комплекте. Как и все товары Tefal, это среднегодный. Андрей пишет: нож заточен неплохо, но это не та история, что вы лист бумаги разрежете на весу прямо полосками. Вот мы сегодня проверим, сможем ли мы лист порезать полосками. Все, я пролистал все отзывы на Озоне. В основном все довольны ножом. Особенность этого ножа, называется нож Tefal Eversharp. Eversharp переводится как очень острый, в том, что он идет в комплекте вот с таким чехлом. Чехол пластиковый. В чехле встроена система заточки. Вот здесь есть рычажок. И вот в этом месте находится точильный камень. Для того, чтобы нож вытащить, нужно нажать на него и потянуть на себя. И при этом происходит заточка ножа. Сам механизм выполнен очень просто. Пластиковый корпус. Здесь рычаг, пружинка. Здесь вот расположен точильный камень. При каждом движении, когда мы убираем нож, точильный камень проходит по всей длине ножа. И также, когда вытаскиваем. Длина лезвия заявлена как 16,5. Да, 16,5. Ручка, соответственно, 23 сантиметра. Общая длина ножа 30 сантиметров. В руке нож лежит удобно. Нож не тяжелый, довольно легкий. По форме похож. Примерно все повторяется. Сколько весит в граммах? 152-153 грамма весит этот нож. Вот, и удобно, можно вытаскивать. Конечно, помыть, вытереть и обратно убирать. Приготовил я несколько экспонатов для эксперимента. Это будет томат, совсем такой, знаете, томат, который уже немножко полежал, потом более уже плотненький томат, огурец, картошка, лук, так вот их выстроим, морковка, и попробуем нарезать сыр пармезан, если здесь кусочек. Ну и, соответственно, еще один тест будет, это лист белой бумаги. Будем смотреть, как он режет полосками. Ну вот получились вот такие вот кружочки. Раз заодно себе порежу салатик. Ну, я думаю, для мятого помидора переспелого неплохо. А вот с этим я попробую сделать так. Я его сперва порежу пополам. Хорошо, пошло.
попробую порезать такими, ну, как бы кубиками. Тоже неплохо. Довольно все легко, очень хорошо. Вот из этого помидора попробую сделать вообще тоненькие-тоненькие ломтики. Такие полукольца. Как-то я наблюдаю какие-то некоторые проблемы. То есть он начинает помидор немного сминать. То есть, может быть, не знаю, так и должно быть. Вот мы берем помидор, я беру свой. Оп. Смотрите, никаких заминаний. Как бритва. Давайте попробуем его заточить. Засунем в точилку. Вытащим. Ну, еще раз попробуем порезать. Но стало лучше. Стало лучше. Не уж он так тупится после нарезки пару помидоров. Ладно. Порезать крупно огурцы какими-то кусочками там можно, по идее, любым ножом. Знаете, прелесть острых ножей в том, что ими можно резать очень тонко, мелко, очень точно, для того, чтобы готовить какие-то определенные блюда. Тоже, например, восточную кухню. Или вот, например, картофельный пай, да, когда нужно тонко-тонко-тонко нарезать картошку. Сегодня мы попробуем это тоже сделать. Кстати, вот так вот держать его неудобно, как вот если шинковать. То есть мне не хватает, конечно, вот этой длины. Ну-ка вот этим ножом попробую. А вот этим вот удобней. Честно сказать, тоже мне неудобно вот так работать, как шеф-ножом. У этого, вот у ножа моего, который 21 сантиметр, у него вот этот мах, он больше. Здесь получается очень низко. То есть, если у вас будет высокая стопка продуктов, вам постоянно надо больше делать вот этот вот замах. А вот с этим вот проще. Оп. Реально проще. И с этим вот у меня тоже здесь больше идет замах из-за того, что он длиннее. Поэтому да, длина влияет на удобство пользования. Действительно, длина вот эта 16,5 совсем прям какая-то вот странная. То есть держать его удобно, резать удобно. Может быть какие-то, но вот именно работать вот таким образом неудобней. Давайте попробуем лук пошинковать. Ну, вполне. Вот нашинковать лук этим ножом вполне можно. Я сейчас попробую нарезать картофельный пай. То есть это тонкая соломка. Его реально неудобно держать вот именно так, как вот держат часто шеф-ножи. Потому что очень ну, хотя... Ну, кому как. Хотя не, по идее, можно держать. Почему?
Шикарно. Получилось замечательно. Он без проблем справится с срезанием вот каких-нибудь вот таких вот кубиков, например, каких-то долек. Отлично режет. Шикарно. Морковка. Разрежу на две части и попробую нашинковать тонкие пластинки. Полудольки. Мне кажется, нож справился. Очень удобно. Почти тертый пармезан. Ну и после всех таких экзекуций давайте посмотрим на бумажный тест. Бритвенный такой прям острый. Остроты бритвенной все равно ждать не приходится. Видите, бумагу немного он закусывает. Давайте попробуем его поточить. Засунули, вынули. Давайте один раз посмотрим, повлияет ли это на нарезку бумаги. Ну, чуть лучше, наверное, пошло. Сейчас. Бумагу я, конечно, в салат добавлять не буду. По итогу я не жалею, что у меня появился такой нож, я его купил. Он удобен, может быть, даже больше удобен будет женской половине онлайн-кулинаров, чем мужской. То есть такая рабочая лошадка, рабочий инструмент для тех, кто не хочет заморачиваться с точилками, с точильными камнями, с углами заточки, с возможными приспособлениями. То есть взял, вытащил, поработал, порезал, приготовил, убрал, помыл, вытер насухо, убрал и больше ни о чем не заботишься. На этом все. Спасибо за ваше внимание. Пишите ваше мнение в комментариях, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Увидимся с вами в следующих выпусках.